Привет! У нас на канале уже есть много интересных рецептов к Пасхе, так что обязательно заглядывайте в наш пасхальный плейлист. В этом году мы приготовили кое-что особенное, и это вариация на тему краффина в целых 2 версиях. Для начала приготовим тесто. Для этого нам понадобятся такие продукты. Начнем с приготовления опары. Нам нужно смешать сахар, дрожжи и теплое растительное молоко. Затем мы постепенно вводим первую часть муки и оставляем в теплом месте минут на 40, чтобы опара поднялась. Банан перетираем с сахаром, солью и ванильным экстрактом. После того, как опара поднялась, вводим получившуюся массу в опару. Начинаем постепенно вводить и осторожно вмешивать муку. Добавляем молотый кардамон. Муку вводим не спеша, в 3 или 4 подхода. Вначале мешаем ложкой, а затем начинаем вымешивать тесто руками. Когда замешаем однородное тесто, начинаем вводить кокосовое масло комнатной температуры. Добавляем масло постепенно, следим, чтобы в нем не было комочков. По итогу у нас должно получиться гладкое тесто, которое немного липнет к рукам. Если тесто сильно липнет, можно добавить немного муки. Оставляем тесто подходить еще на 40 минут или час. Из этого количества теста у нас получилось 2 небольших кулича. В начинку к первому идут такие продукты. Изюм и курагу нужно залить кипятком, чтобы они стали мягче. Орехи измельчить. Снять цедру с половинки лимона. По желанию, сухофрукты можно настоять на крепком алкоголе, апельсиновом соке или добавить ароматизатор рома, но мы не стали делать этого в этот раз. Для второй начинки нам понадобится всего один ингредиент. Да, мы решили сделать краффин с орео. Для этого варианта нам нужно просто покрошить печенье. Начинку при этом мы не вынимали, так вкуснее. Тесто подошло, и мы разделили его на 2 неровные части под свои формочки. Раскатываем первый кусочек теста так тонко, как у вас получится, в прямоугольник. Смазываем его по всей поверхности маслом и выкладываем начинку: орехи, цедру, изюм и курагу. Закручиваем тесто в плотный рулет. Разрезаем рулет вдоль на 2 части, но не прорезаем до конца, оставляя хвостик. Затем начинаем скручивать первую половину рулета разрезом наружу. Заправляем хвостик в середину и вторую часть рулета оборачиваем вокруг хвостика. Помещаем готовый краффин в хорошо смазанную маслом форму или, как у нас, застеленную пекарской бумагой. Повторяем все те же действия с нашим орео краффином. Смазываем кокосовым маслом, посыпаем его измельченным орео, скручиваем в рулет и формируем краффин. Ставим в форму и оставляем в теплом месте еще минут на 15. Ставим краффины выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. У нас они выпекались около 45 минут. Достаем из духовки и остужаем при комнатной температуре. Получается вот такая красота! Нам очень понравился вкус теста, который получается у этих краффинов. А начинка с орео – это настоящая находка для тех,
кому надоели привычные классические начинки. Печенье не размокает, а остается хрустящим и отлично сочетается с мягким и нежным тестом краффина. Кстати, в прошлом году мы готовили краффин с маком по этому же рецепту. Тоже получилось очень вкусно. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходят новые видео. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш Patreon, там у нас тоже есть интересные рецепты и не только. Веселых праздников! Пока!